Десятки погибших каждую неделю в Украине. Как сменить режим в России? Катынский расстрел. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 26 апреля, 14:30. В Киеве 25 апреля прошел день траура. Из российского обстрела погибли 10 и пострадали 90 человек. Гражданские украинцы погибают регулярно от российских обстрелов. Дни траура проходят каждую неделю. Адвокат Илья Новиков в эфире телеканала «Дождь» напомнил, что помимо гражданских в Украине погибают военные, которые те же самые гражданские люди. Наши соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал от войны. С 24 по 26 апреля в Португалии дни траура. Сегодня прошли похороны Папы Римского Франциска. Наши соболезнования католикам. 25 апреля, в день бескровной революции гвоздик в Португалии, мы провели онлайн-конференцию «России необходимо 25 апреля». В ней приняли участие 28 спикеров. Ее цель – запустить дискуссию о ценностях будущей России, к которым захочется стремиться. О том, как вовлечь россиян в политику и о том, с кем и на каких условиях сотрудничать внутри России и в других странах, чтобы смена режима в России все-таки произошла. Пока мы готовим видеозаписи, посмотрите лекцию о том, как формировалось недовольство войной в армии и желание перемен через общение оставшихся и уехавших португальцев в разделе ADRL Talks на нашем сайте. Нам нужна ваша помощь в расшифровке и переводе конференции и лекций. Если вы хотите нам помочь, напишите на info@adrl.pt. Одна из важных проблем, о которых говорили на конференции активисты команды «Голос разума», это выгорание. Анна Розен от команды «Медиа Партизаны» приглашает 15 мая в 8 вечера по Москве на эфир «Как остановить выгорание». Также в конференции участвовал этот коллекционный флаг Португалии. Он с нами уже несколько лет, участвовал во многих акциях и конференциях, подписан известными людьми и активистами из разных стран. Получить его и десятки произведений искусств в обмен на пожертвования на портативные электростанции для больниц и школ Украины можно на онлайн-выставке «Нет войне». 20 апреля – День памяти жертв Катынского расстрела. Весной 1940 года чекисты ведомства Берии убили не менее 21 857 поляков, в основном пленных офицеров. Год назад Дмитрий Колезев выпускал на своем YouTube-канале ролик, где подробно разобраны аргументы двух сторон. 20 апреля на YouTube-канале «Важная история» опубликовано видео, как Сергей Жеребцов из Челябинска пытался спасти сына-срочника. Сын отказывался подписать контракт, просил родных забрать его из армии и говорил, что это не его война. 15 апреля издание «Новая газета Европа» рассказывало, что 15 лет колонии получил мобилизованный горный мастер Роман Иванишин. Он дважды пытался сбежать с территории части, сдался в плен в ВСУ и записал видео, что он и его сослуживцы выступают против войны. В начале января 2024 года он был обменен и задержан по прибытии на Сахалин. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.